Это такие бесконечные мерцания неправды, полуправды, псевдо. Но они были люди в катастрофе. Они были люди в невозможной, нечеловеческой ситуации. Ты закрываешь историческое событие этим всем гранитом, позолотой, чтобы никто не узнал, что Таня Савичева долго и страшно умирала. Я никогда так и не смогла полюбить никакой другой город, так как я люблю Ленинград, Петербург, Питер, даже приблизительно. Моя позиция сейчас – регистрировать отсутствие понимания. Что, собственно, произошло? А могло ли быть по-другому? А было ли по-другому? Думаешь, лягушка по-настоящему замерзает? Говорят. А потом отмораживается. Да ты что? То есть, если достать замороженную лягушку, ее можно разбить? Да? Ты видела, как есть? Нет. Но я видела замерзших под Питером, когда мы ходили в таких прудах. Они вмерзают, как янтарь. А ты про себя говоришь Ленинград, Петербург, Питер? Спроси. Спрашиваю. Все это вместе. Я в последнее время говорю, я из Петербурга, Ленинграда. Мы находимся в Нью-Йорке, в Америке, и героиня нового выпуска «Скажи Гордеевой» Полина Борскова. Кто? Мне кажется, это вообще важный вопрос, возможность дать человеку самому попытаться себя определить, в частности, в твоей передаче, в твоем мире, который мне сейчас кажется невероятно важным, потому что для меня одна из главных черт того, что ты делаешь, это обращать внимание на людей, на отдельных людей сегодня и давать им возможность в этом вот невероятном, диком сегодня, в котором мы находимся, заново себя определять. И согласно этому, меня зовут Полина, я родилась в Ленинграде, я петербургский, но при этом и ленинградский поэт. В 22 года я уехала в Америку. Я иммигрантка. И также я профессор. Я преподаю русскую литературу уже 20 лет в Америке. И существую на разных языках, в разных культурах. И вот это сложное сочетание, если не поединок, как мне кажется, до известной степени меня определяют. Кроме того, что ты поэт, ты еще один из самых громких исследователей блокады и блокадного наследия художественного. А при этом, если я правильно понимаю, ты начала ты заниматься блокадой, уже уехав из Ленинграда. А что щелкнуло? Что такого случается в жизни человека, живущего в солнечном штате Калифорния, что он вдруг берет и начинает изучать один из самых страшных опытов в жизни человечества? Я думаю, что если бы я не уехала, я бы этим не занималась. Большое видится на том самом расстоянии. Я бы не осмелилась, не захотела посмотреть на ленинградские дела. Я вот однажды преподавала курс в Гарварде про культуру конца 20-х, 30-х, 40-х ленинградскую, и как бы и фривольно, и дерзко назвала этот курс «Ленинградские дела». С одной стороны, естественно, это отсылка к одной из самых мерзких катастроф в истории этого города, того, что произошло в 40-х, да, когда по причинам до сих пор нам не вполне понятным, у историков нету
консенсуса. Скорее всего, это были подковерные интриги московских и их страх, что Жданов и его клика придут к власти. И так началось Ленинградское дело, результатом которого, конечно, стало не уничтожение в основном Жданова подобных, а очередная такая мерзкая волна уничтожения ленинградской интеллигенции. То есть, с одной стороны, вот это ленинградское дело, но вообще вот мир ленинградской культуры, который меня всячески последние годы занимает. Я не могла бы этим заниматься, как мне кажется, будучи там. Я не могла бы начать. Но уехав, оказавшись в Беркли, проучившись в Беркли в аспирантуре много лет, 8, и это были невероятно важные для меня годы, насыщенные встречи с одними из самых ярких, как мне кажется, интерпретаторов русской литературы и культуры. Я занималась именно этими годами, конец 20-х, 30-х, поэтами, кинематографистами, театральными людьми, художниками. В какой-то момент просто мне стало все более казаться, что год гибели у них что-то общий. 41-й, 42-й, 41-й, 42-й, что этих моих нежных любимцев дерзких смывает. Они исчезают именно тогда. И как-то что-то во мне насторожилось. Я оказалась в Питере по литературным делам. Какие-то у меня были встречи с издателями. И у меня были вот эти самые лишние счастливые 2 часа, когда ты не знаешь, что с собой сделать. И как бы у тебя вот это есть свобода в центре Питера. Ты уже и кофе попил, ты уже и 4 покурил, ты уже на кота посмотрел. Я увидела, что в Музее истории города там плакатик несчастный, выставочка, блокадный дневник. И я думаю, что-то в этом есть сакраментальное. Зайду. И я зашла. И увидела что-то, что, как выяснилось, меня изменило. Это была выставка работ блокадных художников. Фактически никого из них я не знала по именам. Работы некоторых из них показались мне, ты знаешь, вот это ощущение ослепительно прекрасными и очень-очень страшными. И там были разные замечательные работы, очень разных стилей, что тоже очень важно, разных отношений с вот этой задачей работать по искусству. Это филоновское выражение. Но от Глебовой со мной сделалось. Я просто как-то поняла, что все мне здесь хорошо и важно, и непонятно. И я абсолютно верю этому неизвестному мне человеку. Но поскольку к тому моменту я уже была не питерской барышней, а американским существом, я совершенно разнузданно подошла к смотрительнице и сказала: вы не можете мне рассказать, пожалуйста, кто этот человек? И там было пустенько, как, знаешь, бывает на таких выставках. Она стала рассказывать, и она сказала, что вы хотите к нам зайти в хранилище? У нас гораздо больше их работ. И просто я пошла за ней. Такое Вергилие нормальное событие произошло. Я за ним последовала, и вот все там нахожусь. То есть ты с этой выставки вышла вообще другим человеком? Я не знала этого. Я не знала, что я с той выставки вышла другим человеком, но постепенно, шаг за шагом, страничка за страничкой, персонаж за персонажем, текст за текстом, все это стало как-то притягивать и затягивать. И вскоре после этого я приехала в Питер и на несколько месяцев, бросив розового младенца, оставив с матерью и отцом младенца, заполнила бумажки, что я буду заниматься архивным исследованием. И тогда начались чудеса. Восточный Невский проспект
Так в начале 20 века называли улицу Сяфейлу в Шанхае. Она была заселена русскими дворянами, бежавшими от Октябрьской революции. Многим из них приходилось начинать новую жизнь на новом месте буквально с нуля, без привычного социального статуса, привилегий и денег. Работали кем придется – дворниками, почасовыми учителями, музыкантами в ресторанах и кабачках, смотрителями железной дороги. А многие просто нищенствовали. На обустройство этой самой новой жизни уйдут годы. Только к середине 30-х годов около 70% бывших русских дворян появится постоянная работа и доход. Но вот интересный факт. Каждый 10-й врач, архитектор или инженер в Шанхае к этому моменту будет из русских. Сегодня пережить перемены, связанные с переездом в другую страну и потерей работы, значительно легче, чем 100 лет назад. Особенно, если у тебя есть профессия, не завязанная на экономику конкретной страны. В криптоиндустрии таких профессий десятки, от маркетологов до разработчиков. Для тех, кто хоть раз задумывался о том, чтобы найти новую работу в криптокомпании или запустить свой собственный проект, но не знал, с чего начать, есть буткэмп школы Ботаника «Как стать криптономом». Формат буткэмпа хорош тем, что вы не просто учитесь, а получаете доступ в огромное комьюнити ваших потенциальных работодателей, партнеров, коллег и инвесторов. Погружаться в новую тему не в одиночку, а с вдохновляющим окружением гораздо приятнее и эффективнее. Все преподаватели ботаники практики. Вся теория закреплена воркшопами и командной работой. Буткэмп длится 2 месяца и проходит онлайн, так что подключиться к нему можно откуда угодно. Будьте готовы, что программа довольно плотная и обучение займет не меньше 8 часов в неделю. За это время вы разберетесь в принципах работы технологии блокчейн, криптовалют, NFT и метавселенных. А еще создадите собственную NFT-коллекцию и настоящий блокчейн-проект. Плюс вам помогут с карьерным треком и расскажут, как грамотно оформить страницу на LinkedIn, чтобы найти новую, высокооплачиваемую работу в крипте. А для тех, кто просто хочет расширить кругозор и чувствует себя уверенным в криптодискуссиях, подойдет формат с записанными видео. Такой в Ботанике тоже есть. Курс можно оплатить и российскими, и зарубежными картами, и, конечно, криптой. А можно получить его совершенно бесплатно. Для этого нужно перейти по ссылке в описании, подписаться на телеграм-канал Ботаники, отправить свои данные в бот и ждать. Из тех, кто выполнит условия конкурса, алгоритм выберет одного человека, который получит бесплатное место в буткэмпе на тарифе «Практик». Это продвинутый проект, дающий доступ к общему чату с преподавателями в Телеграме и позволяющий презентовать свои учебные проекты напрямую работодателям и инвесторам. А еще один способ получить выгодные условия на буткэмп – использовать промокод Гордеева. По нему можно получить скидку в $30 на любой тариф Ботаники. В общем, переходим по ссылке в описании, подписываемся в Телеграме на канал Ботаника Ньюс и погружаемся в мир крипты вместе с криптошколой Ботаника. Ты занималась судьбами поэтов и художников, и у тебя есть отдельное совершенно ответвление от всего этого, это блокадный Эрмитаж. Но какое-то глобальное ощущение, которого нет на поверхности, тебя потрясло? Я думаю, я так замялась, потому что потрясений, толчков, щелчков было и есть очень много, но какие-то из них можно постараться сформулировать. Во-первых, то, что это было самооскорбление. Я поняла, что я ничего не знаю. Я выросла в этом городе, я считала и считаю себя с ним очень связанной, почти всем ему обязанной. И вот я узнаю все больше и больше и больше о, казалось бы, самом значительном событии в этом городе в 20 веке. Что же это такое? Что вот ничего не знаю, никого не знаю, ничего не понимаю. И еще такая гнусноватая особенность. Очень про блокаду. Но через эту особенность, как мне кажется, я вообще стала понимать что-то важное для себя про советское. Что тебе кажется, что ты знаешь. Что тебя учили в школе.
Потом тебя учили на курсах истории в университете. Я закончила филфак университета в Питере. С тобой все разговаривали как-то. То есть не то, чтобы на самом деле это было абсолютной зоной молчания. В каком-то смысле это было зоной кричания, зоной посещения памятников и так далее. И выясняется, что вот все, что было на плаву, на виду, это такие бесконечные мерцания неправды, полуправды, псевдо. И вот это как такой дурной сон. Ты в этом оказываешься и пытаешься сопротивляться этому. Вот это вот первый уровень. Желание в самом деле узнать, как оно было. И в этом смысле то, что я очень быстро столкнулась с тем, что мы называем документами, хотя это дико проблематично. Это вообще одна из самых интересных и важных проблем. Что такое документ? То есть, например, мы считаем, что эго-документ, дневник, это все-таки версия исторической истины. При этом, естественно, пишет человек в своих заблуждениях, в своих желаниях, в своих сомнениях, в своей лжи и в своей огромной правде. Вот рассмотреть это человеческое существо, которое живет в блокадном дневнике, это как-то оказалось очень важно. А потом, рассматривая их и таким образом к ним приближаясь, ну вот, собственно, то, что произошло, одна из моих задач, это очень сложная задача, может быть, одна из самых сложных, как-то сформулировать для себя род любви, который я к ним испытываю, чтобы всячески пытаться их не мелодраматизировать, чтобы не оказываться как раз сродни тем пропагандистам, на самом деле, которые рассказывали, какие они были. Да, все эти бесконечные площадь мужества, там, не знаю, стойкость, героизм и так далее. Они были всякие, они были люди, и этим как бы все сказано. Они были люди в катастрофе. Они были люди в невозможной, нечеловеческой ситуации. И вот чем больше я приближалась к тем, кому мне выпадало приблизиться, тем более я в каждом из них находила поразительного, и тем более я с каждым из них хотела оставаться. И вот с некоторыми из них я уже 15 лет, и это как-то странным образом продолжается. Они продолжают приносить мне свои дары. То есть откуда-то ни с того ни с сего, там, 10 лет спустя раздается звонок. Вы знаете, у меня лежат письма вашего героя. Хотите читать? Вот так произошло и с Изергиной, и с Ваксером, персонажами живых картин, пьесы. Например, потому что, когда я писала эту пьесу, это фантастическая история, потому что я никогда в жизни не собиралась писать никакую пьесу. Меня написал такой замечательный человек, Виктор Алферов, который в итоге и поставил в Театре нации живые картины. Он сказал: знаешь, я читал твои стихи ваши, они очень театральные. Вот ты знаешь что, вот садись и пиши. И у меня был такой момент в жизни, когда мне ничего не хотелось и не моглось. И я села и написала. И годы спустя все это как-то проявляется, и там огромное сомнение, потому что в попытке не совершать подделку, и все время думая о том, что на самом деле, какие они были, то есть что я могу сделать? Я могу подумать, как они говорили, каким был их язык. И это очень сложно, потому что персонажи той пьесы – это самые такие умницы, фрондеры, люди, держащие в себе свободу посреди несвободы. И понять, как они говорили. Я бесконечно ходила по городу, я со всеми разговаривала. Изергина – мифологический персонаж во многом. На многих темных, прокуренных питерских кухнях тебе будут о ней рассказывать по ряду причин. Ученица и возлюбленная Пунина, потом жена Арбели, соперница и потом подруга Анны Андреевны, альпинистка и блестящий искусствовед.
так далее. И тебе люди пытаются передать какие-то кусочки ее языка, и ты изо всех сил пытаешься это делать. И 15 лет спустя тебе твой близкий человек, с которым ты стал близок именно из-за всей этой работы, говорит: слушай, у нас есть письма. И ты читаешь эти письма и понимаешь, что в чем-то я налажала, был фальшак, а в чем-то я угадала. То есть, когда ты писала про нее, ты вообще ее не представляла? Я ее представляла. Я все сделала, чтобы ее представить. Но это... Но ты ее придумала? В каком-то смысле я ее придумала, хотя у меня было много воспоминаний о ней. У меня были письма ее возлюбленного Ваксера к ней, где, очевидно, как-то проявляется ее язык и так далее. Из такого ссоры я попыталась ее себе представить, придумать. Почему правда о том, какой была на самом деле блокада, оказалась такой ненужной советской власти? Очень трудно оказалось вписать эту историю в советский нарратив. Умирание от голода, но это совсем не Сталинградская битва. Это совсем не ты встаешь и идешь вооруженный. Это совсем не решение, сопротивление, борьба. Да, это совсем про другое. К тому же, другой частью этого является, что то, как повел себя советский Ленинград, то есть Смольный, начиная уже с лета 1941 года, по отношению к населению города, это такая абсолютная мера непрофессионализма, безнравственности, трусости, жадности. И все это, там были, конечно, великие решения и свершения, но также очень-очень много маленьких нерешений и молчаний. Проваленная эвакуация осенью. Совершенно нерадивое, бессмысленное распределение, нераспределение ресурсов и так далее. Что все это, в общем-то, являлось такой пеленой, такой паутиной того, о чем нельзя рассказывать, что совершенно было непонятно и стало непонятно, что с этим делать. И в итоге все это было, извини, вот как я иногда думаю, а все-таки думаю в основном как поэт, метафорически, вот знаешь, как Чернобыль и саркофаг. Саркофаг. Когда ты закрываешь историческое событие этим всем гранитом, позолотой, словами, которые работают как гранит и позолота, фильмами, которые работают как гранит и позолота, чтобы никто не узнал, что Таня Савичева долго и страшно умирала. И никто на самом деле, уже после того, как она была эвакуирована, ей не помог. Что попытка вывести из блокады детей и матерей осенью увенчалась тем, что их вывезли прямо под наступающую немецкую армию, под обстрелы, и потом возвращались страшно, жалко, с огромными потерями. Ну, их же вывозили по плану эвакуации финской войны? Ну да, который уже несколько не имел ни к чему отношения. Я думаю, такие какие-то ответы. Никак это не укладывалось ни во что, про что умела о себе рассказывать советская власть. Как молчание о блокаде изменило вообще тон развития рассказа о войне? И что могло было бы быть, если бы они все-таки поговорили об этом? И если бы не позволили самим блокадникам об этом разговаривать? Я думаю, этого вообще не могло быть. Тогда бы возникли такие вопросы, которые разъели бы ткань существовавшей системы. Несколько дней назад замечательный филолог Олег Ликманов прислал мне свою книжку о Николае Олейникове. Я летела в самолете, читала ее, и это такой очередной был толчок
Вот, так, знаешь, вот когда тебя вот так толкает. Во-первых, советская власть убивала, потому что убивала, такова ее отчасти природа. Но вот тех, которые пытались не то чтобы совершать преступления против, а пытались быть вне ее, вот этих убивали с особым наслаждением и вниманием. Вообще гибель абориутов в этом смысле – это очень важная история. Студенты меня очень спрашивают много. И для меня это очень большая часть жизни – пытаться понимать вот вопросы наивных, умных наивных. Когда там, допустим, мы с ними говорим мы живем под собой ничего страны хотя бы и так далее. Но это как-то понятно, да? Там существует слово «против». Это надо уничтожить. Они все читали Оруэлла. И все читали Замятина. А потом я им говорю, давайте читать. У меня вот два моих драгоценных друга, живущих в Бруклине, рано сюда приехавшие американские поэты. Матвей Инкелевич и Женя Асташевский. Они переводят Веденского и Хармса. И судя по тому, какое это имеет воздействие на молодых американских поэтов, переводят замечательно. И я читаю эти переводы со своими студентами, мы это обсуждаем, и говорят, и они постоянно, а вот этих за что? Почему их всех уничтожили? Это очень важно. Все-таки советская власть – это очень сложный, в каком-то смысле очень софистицированный проект, да? И именно неповинующихся, ускользающих нужно уничтожать. Зачем твоим студентам-американцам абориуты, блокадные поэты, Замятин и, Господи Боже мой, Платонов? Что они вообще в этом понимают, если ничего этого не пережили? И зачем они это изучают? У меня любимый поэт Бодлер. И что? Я ничего этого не пережила. У меня вообще вопрос о том, как искусство связано с переживанием. Ну да, у меня любимый поэт Шарль Бодлер. Я никогда в жизни не пробовала тяжелые наркотики, у меня не было возлюбленной проститутки, я не ходила по Парижу середины XIX века. У меня сейчас класс, никогда не видела такого размера класса по Достоевскому. Я когда вхожу и начинаю с ними говорить о Раскольникове, я вижу, что люди просто, они дышать забывают, когда я с ними об этом говорю, потому что я с ними разговариваю о них. О студенте, об идее, о нищете, о деньгах, о городе. Им все это достаточно хорошо понятно, как я начинаю понимать из эссе, которые они мне дают, потому что здесь же бесконечно они сами тебе пишут, каждый это воспринимает, знаешь, это великое американское загадочное для загадочной же русской души выражение «ничего личного». Вот тут у них все личное становится. Ты с ними о Достоевском, они с тобой о себе. То, что в России преподносится как cancel русской культуры, судя по всему, на твоих студентов не действует. Ну, как-то обратно, их все прибавляется. Мы на эту тему как-то посмеиваемся горестно. Я ни на секунду не столкнулась ни с каким порицанием, осуждением, равнодушием из-за того, что у меня такой акцент, 20 лет я здесь, мой акцент за секунду всеми понимается. Если и когда я столкнусь с тем, что кому-то будет плохо из-за того, что я такого происхождения, такого языка и такой культуры, тогда я буду думать, что у меня с этим. Я, между прочим, также оказалась связанной
игрой судеб, о которых мы говорили, очень тесно с украинской литературой. Я летом читала вместе с Кияновской в Берлине. Был полный зал немцев и эмигрантов, которые очень тревожно за нами следили. Марианна Кияновская вышла и читала со мной, и мы читали друг друга. Я до последнего буду верить в возможность диалога, хотя иногда он становится совсем трудный. Но что американцы могут понять в Замятине? Замятин самый любимый. Просто количество людей, которые у меня просили индивидуальных занятий в связи с Замятиным. А сейчас, кстати, у новейшего поколения принято писать компьютерные игры по Замятину. Они создают компьютерные миры. Господь! Из романа «Мы». Они могут говорить с тобой об этом часами, они будут тебя преследовать. Ты будешь забираться в офисе в надежде съесть свой бублик. И там вот будут сидеть на полу люди с бесконечными татуировками на лице, с серьгами везде, где ты не можешь себе представить. Они будут хотеть с тобой разговаривать о Замятине, Достоевском. И самое таинственное для меня, вот это, честно говоря, понять я не могу, то, как они любят Гоголя. Что ты, как человек, так много времени проведший внутри блокады, что ты почувствовал, когда выяснилось, что Санкт-Петербург и Мариуполь теперь побратимы? И это значит, что эти блокады названы одинаковыми блокадами, и это значит, что как здесь российские войска освобождали, так и там советские освобождали. И идеологически и с точки зрения пропаганды, я считаю, что это, в общем, довольно блестящее решение. Угу. Знаешь, готовясь как-то внутри себя к нашей беседе, я пообещала себе, что скажу, что у меня категорически нет ни для тебя, ни для себя ответов на многие самые важные для меня сейчас вопросы. Вот моя позиция сейчас — регистрировать отсутствие понимания. Мне кажется, что в той области, которой я в первую очередь занимаюсь, а я в первую очередь работаю по искусству, именно отсутствие ответа, отсутствие слова, тишина, молчание иногда могут казаться удивительно важным явлением, инструментом. Сначала я очень-очень долго и полно испытывала только чувство провала. Своего внутреннего? Все-таки чудесно нас не показывали сейчас камеры. Мы сколько-то прожили на этом свете. Мы сколько-то поработали. 20 лет я работала это. И мне казалось, что возник какой-то разговор. И главный смысл этого разговора, как мне казался, это сводится исключительно к 2 словам на этом значке с маком, с цветком. Никогда, никогда это нельзя было повторить. И вдруг, помимо тебя, в большом мире возникает готовность согласия или неготовность сопротивляться, неготовность понимать, что с вами, с нами будет, если это повторится. То есть именно ощущение, что все, что ты находил, рассказывал, видел, говорил, видел во снах, все оказалось бессмысленным. Это важный урок. Мы очень много говорили о трагедии, как о форме, о жанре. Да,
Вот я поняла, что трагедия – это когда ты все понимаешь, а сделать ничего не можешь, и от этого перестаешь что-либо понимать. Но поскольку мы живы сегодня, мы еще живы сегодня, и мы говорим, мы работаем, то возникают какие-то новые крупицы. Я бы не сказала, что надежды, но поскольку вот жить надо, и нужно переходить из сегодня в завтра, и нужно как-то с собой об этом разговаривать утром, то ты себе создаешь. И вот про это я прочитала сотни блокадных дневников. Как ты создаешь из своего вечера свое утро. Я бы не сказала, что это связано со словом «надежда». Это что-то очень физиологическое. И? Тебе надо жить. Еще одним щелчком важным было чтение, изучение работы известного нам очень хорошо советского писателя Л. Пантелеева, который, честное слово... Блестящий писатель, чего тут? Замечательный, блестящий советский писатель, который, как выяснилось, был также незаурядным христианским мыслителем, оставивший после себя удивительные записки о своей вере. Он фантастически пережил блокаду, он из тех, кто должен был умереть. Он лишился карточек из-за проблем с пропиской. За ним пришли. Вот. И в какой-то момент он весил там 32 килограмма, и с ним делились мама и сестра. Что нетривиально. Это совершенно особая тема – блокадная любовь. То есть вот это вот делиться этим самым отвратительным нехлебом. Он оставил очень интересные записки о блокаде, очень важные для меня. И там он пишет: «Выжили те, кому было на что опереться». В частности, я опираюсь на то, что вдруг, опять же, на меня вышли, как бы из ниоткуда, но на самом деле из этой работы люди, очень мне понравившиеся. Они создали в Телеграме такой канал «Without Prejudice», без предубеждения, где в основном работают психологи и активисты, которые по всем своим, значит, этим волшебным сетям, через Zoom, как угодно, помогают тем, кому очень плохо. В России, в Украине, за рубежом. К ним можно обратиться. И в какой-то момент они сказали: давай ты будешь рассказывать про своих блокадников. Я говорю: ну здрасте, как бы где мы, где блокада? Ну вот зачем? Они говорят: ну ты так вот рассказываешь. Ну рассказывай. Я стала рассказывать. В первую очередь я для себя стала рассказывать. Это может прозвучать очень не альтруистически, но я в это очень верю. Помогать нужно себе. Найдешь способ помогать себе, найдешь способ помогать другому, своему второму. Вот, и там вот возникла идея этого лектория, где я рассказываю про блокадных свободных. И я стала получать письма из таких мест, которые, ну, честно говоря, география меня изумила. Мне после последней лекции написали из Сиднея, из Харькова и из Берлина. Что вы знаете, вот пока вы говорите, оно как-то выносимо. Пока вы рассказываете об этих художниках, поэтах, смотрителях музеев и так далее, казалось бы, ну, не очень таких военных людях. То есть в каком-то смысле совершенно беспомощных, а в каком-то смысле сумевших себя пересобрать и не поддаться лжи. А тебе кажется по-настоящему кощунственным вопрос, имело ли смысл сдать Ленинград? Совершенно не кажется кощунственным. То есть даже, надо сказать, ни секунду никогда не казался. Это нормальный вопрос историка. Да его все время задают себе. Когда этот вопрос звучит, что так триггерит власть? Ну, советскую власть и теперь уже новую российскую власть. Что с этим вопросом не так для них? Ну, наверное, настоящие ученые, философы
сказали бы, что затрагивается вот то самое сакральное, что советский образ блокады Ленинграда и подвига – это одна из сакральных зон, на которых зиждется мифология, да? Советская возвышенность, вот этот саблайм, который очень много и сейчас производит смыслов. И когда его пытаются фактически андерсоновским простым вопросом ребенка, а что, собственно, произошло? А могло ли быть по-другому? А было ли по-другому? На секундочку, большую часть великих, если угодно, городов сдали. Как бы Минск, Одесса и многие другие, Киев. И это произошло. Но мы знаем, что так бывало, и это часть войны. Более того, правда такова, что в Ленинграде очень многие готовились к тому, что город будет сдан. Это было совершенно возможным сценарием. Опять же, поскольку нам все залокировали, мы мало про это знаем, но это совершенно точно так. Вообще сама идея, что про что-то нельзя говорить, каких-то вопросов нельзя задавать, это уже и значит, что есть какая-то болезнь ума. Потому что можно задавать совершенно любые вопросы. Мне кажется, про историю. Так пишется история, так делается наука. Ты задаешь вопросы, ты ищешь ответы. Какое для тебя самое близкое тебе стихотворение о блокаде? Вау. Для меня есть самый удивительный поэт. Это Геннадий Гор. Замечательный издатель книжечки «Седьмая щелочь» Ирина Кравцова, издательство «Лимбаха». Когда мы с ней придумывали эту книжечку о блокадных поэтах, их текстах. Да, «Седьмая щелочь» — это сборник и произведений блокадных поэтов, и рассказов о них. О них, да. Она в какой-то момент сказала, это было очень важно. Ты понимаешь, что большинство читателей не будут знать их текстов? А как ты себе это представляешь? Они читают о них и не могут читать их? Понятно, что Бергольц очень важный и человек блокады, и поэт блокады, но мне кажется очень горько, что широкая публика знает, в общем-то, только Бергольц, и оттуда у нас больше никого не осталось. Осталось. В том-то и дело, что осталось. И в этом заключается наша работа. Бергольц, на самом деле, огромное явление. И в каком-то смысле мало кто сравнится со случаем Ольги Федоровны, чтобы объяснять вот тем самым потомкам, если они будут. А я вот сейчас очень много именно через этот случай объясняю студентам. Вот, но, безусловно, просто она как была использована пропагандистской машиной очень сложно и ярко, а были совсем другие люди. И когда у меня вот есть 2 часа на лекцию о том, что такое блокадный мир, блокадная культура, блокадная литература, я приношу студентам переводы Бергольц и Гора и говорю, давайте мы поговорим о 2 случаях. Вот Ольга Федоровна, ее стихи фактически немедленно идут в эфир, ее стихи пробираются через эти репродукторы в темные, выморочные, фактически уже мертвые блокадные квартиры. Это такая абсолютная степень печатабельности. Бергольц хотела быть опубликованной, она хотела быть признанной, и она все для этого делала. Абсолютной же степенью непечатабельности, в смысле блокадного текста, на данный момент представляется поэт Геннадий Гор. Это очень интересный персонаж. Он связан с кругом абориутов, он младше их. И он переживает блокаду, потом становится известным советским фантастом. Также он много пишет об искусстве, что интересно народов Севера. У него большая жизнь. Умирает так же, как Шаламов. От депрессии, от ужасной душевной болезни. Он умер, прожив долгую жизнь. И после его смерти его наследники находят тетрадочку. Вот такие стихи пишет известный советский фантаст. Я прочитаю 2, они очень маленькие. Эдгара По «Нелепая улыбка».
Сервантеса неловкая походка, ненужная, но золотая рыбка, тревожная, опасная находка. Меня убьют, я знаю, в понедельник, и бросят тут же, где и умывальник. И будет мой убийца умываться, и удивляться там, где целоваться, и, умываясь, будет улыбаться. Я девушку съел, хохотунью Ревекку, и ворон глядел на обед мой ужасный, и ворон глядел на меня, как на скуку, как медленно ел человек человека. И ворон глядел, но напрасно. Не бросил ему я Ревеккину руку. Да, я отдаю себе отчет, что это стихи о каннибализме. Первое стихотворение также о невероятной степени преступности, которая просто вот в самых-самых макабрных своих проявлениях цвела страшным цветом блокаду. Но также оба эти стихотворения – это, безусловно, тексты, написанные читателям, потому что оба это стихотворения, они про Эдгара Аллана По. Да? В первом он просто упоминается, во втором появляется тот самый ворон, который говорит «никогда». И мне кажется, что Гор, который никогда, опять же, никогда, как ворон, никому не прочитал при жизни ни одного своего стихотворения, но не уничтожил тетрадку. А иногда даже упоминал, что стихи-то где-то есть. Но дожив до очень-очень пожилого возраста, и уже там и оттепель случилась, и в городе зашевелились совсем другие персонажи, работали Мейлах и Эрль, работали там Хвостенко и Волохонский и так далее. Пошел уже новый авангард, с ним дружил Битов, и кто только нет. Гор никогда не прочитал эти стихи, потому что, никогда он больше не доверился и не поверил, и не мог поверить своему времени. Но вот такие стихи существуют. И многие другие прекрасные стихи тоже существуют. А многие другие прекрасные стихи не существуют. И вот я все время это повторяю, что когда вышла эта книжечка с этими стихами, и мне так от этого было радостно, я разговаривала с внучкой другого поэта, замечательного Павла Зальцмана, ученика Филонова. И Маша сказала мне: вот посмотри вот на это. Ты понимаешь, что вот столько осталось и сколько пропало навсегда? Ты вот только вот помни, сколько пропало навсегда. И что-то вот в тот момент мое триумфальное чувство, с одной стороны, оно как льдинка так вот во мне как-то воткнулось куда-то. Но опять же, это правильный урок, это правильная вещь. Помнить, сколько пропало, и служить тому, что осталось. Что бы изменила рассказанная правда о блокаде вообще в самом развитии этого нарратива, разговора о войне, который только-только начинался в конце 40-х годов? Начиная с 1944 года в городе создается музей обороны и защиты Ленинграда, такой хвостик которого сейчас существует в Соляном переулке, который возглавляет совершенно ослепительный человек, кстати, невероятной красоты. Одна из последних платонических любовей Кузьмина – человек по фамилии Раков. Поэт, историк, храбрец, любитель оловянных солдатиков. И он решает сделать настоящий музей. И об этом узнают в городе, ему начинают нести дневники, записочки, эти самые буржуечки, которые, кстати, на языке блокады, в частности, назывались времянками, что мне тоже нравится. И постепенно музей становится таким одним из центров духа, памяти города.
что городу очень нужно такое. Для меня в последнее время, конечно, новейший фонтанный дом был этим. Просуществовал он, как мы понимаем, 2 года, потому что вместе с этим самым ленинградским делом там много-много чего замечательного в сотне кавычек произошло, но абсолютной эмблемой был разгром этого музея, арест Ракова. И эти дневники, вот когда до февраля этого года, когда мне не то чтобы хотелось пострадать, но хотелось какую-то создать в себе ясность по отношению к тому, что именно я думаю про советскую власть, чтобы вот у меня не было никаких отвлечений. Я себе представляла, как в том дворе жгли эти дневники. А это правда или миф? Очень много разговоров об этом. Как жгли? Жгли. Частично жгли, а частично забрали в заведение 10 минут к Неве. В Большой дом. Да, и огромную их часть мы не увидели, и увидим ли непостижимо. Вот, огромное количество принесенных тогда дневников погибло, и когда я себе представляю, чего стоило либо авторам этих дневников, либо тем, кому они достались, расстаться с этими дневничками. И вот то, что с ними было сделано, тут во мне создается очень определенный градус отношений с советским ленинградским. Большую часть своей маленькой жизни, когда ты была маленькая, ты провела в Бирме, которая теперь Мьянма. Ты что-то вообще про это помнишь? Нет, потому что я там не была. Люди, с которыми я выросла, которые меня воспитали, Нонна Алексеевна и Юрий Константинович Борсковы, жили в Бирме. Папа вообще был серьезным ученым, историком. Но я родилась уже после того, как они вернулись. Но каждые выходные в детстве они смотрели свои слайды. Мама сделала сотни слайдов. И вот на таких достаточно унылых обоях, каких-то таких идеально жухлого, буро-желтого цвета, возникали все эти пагоды, монахи, холмы, Иравади. Это очень большая часть моих воспоминаний. Гораздо более странное отражение и развитие все это получило позже. В 1995 году папа поехал по Фулбрайту в Америку и заниматься своей берманистикой, историей. И попал в Беркли. И прожил там год. Уже недавно в маминых бумагах я нашла его письма маме с описанием улочек, парков. Через год он вернулся. И это были такие 90-е. Мы знаем все прилагательные, которые к ним прилагаются. Кстати, у всех разные прилагательные. У тебя тоскливые они были, тоскливые в тот момент. Тоскливые и тревожные. Вот они какие были. Во многом. И поскольку денег не было идеально вообще, их вообще, надо сказать, в нашей семье с этим было очень интересно. Но он привез несколько вещей в подарок. В частности, он привез мне свитер, на котором было написано UC Беркли. Вот. А через полгода он умер от разрыва сердца. И тогда стало совсем тоскливо и тревожно. А сколько-то лет спустя, в 1998 году, по непостижимому, ничем, кроме совпадения, мы не можем это объяснить, но я стала аспиранткой своего свитера, привезенного папой. А сейчас я являюсь там профессором фантастической кафедры русской литературы. Ты веришь в судьбу? Да. Если коротко, то да. Когда ты узнала, что твой папа, который тебя воспитал и вырастил, и твой биологический, как ты можешь сказать, папа, да,
это разные люди, а человек, собственно, часть крови, которого есть в тебе, это поэт Евгений Рейн. Ты подумала, что это судьба или это какое-то недоразумение? Сначала я подумала, что это судьба, мне было 18 лет. Потом я долго думала, что это абсолютное недоразумение, поскольку наше краткое общение было связано с острыми моментами очарований и кромешными моментами разочарований. После того, как он мне сообщил, что он мой отец... Он тебе сообщил? Да. Это произошло во время съемок «Прогулок с Бродским». Это произошло в гостинице «Октябрьская», куда вдруг раздается звонок, и тебе говорят: мы тут со съемочной группой, приходите к нам, мы тут хорошо сидим. Мне 18 лет. Я думаю, поскольку я вообще, надо сказать, вот ты мне написала, я испытала радость, гордость, сложность, удивление я не испытала. Может быть, вообще удивление не совсем в моем устройстве. Я пошла туда, и он был как-то так приятно нетрезв, и в какой-то момент с ним случился восторг, да, описанный, скажем, того рода восторг, который описывает писатель Достоевский. И он решил мне сообщить, что он мой отец. К тому моменту не только он был Раим, но у меня были 2 книжки, мне было 18 лет. И он был уже очень важным для меня поэтом. Вот так вот этот очень важный для меня поэт говорит мне: Поля. С тех пор я ненавижу, когда меня кто-нибудь называет Поля. Говорит: а поехали со мной в Венецию? Я тебя с ним познакомлю. Я думаю: как бы сиротство, одиночество, серый Питер. Но сейчас все изменится. Потому что тот единственный, кого я читала с 11-18 лет, сейчас мы будем с ним там пить кофе из маленьких чашек, и я ему все расскажу. Вот, а после этого Евгений Борисович исчез на 2 года. То есть ты никуда не поехал? Я никуда не поехал. А ты, подожди, дальше человек вообще, по идее, приходит домой и говорит маме: мама, что это? Да. Но моя удивительная, очень сложная, сыгравшая все возможные роли в моей жизни мама в таких случаях улыбалась и смотрела в окно. Тебе не кажется, что вообще так было подло просто позвонить и сказать, что я твой отец? Нет, он все-таки это лично сделал, при личной встрече. Я понимаю, но все равно. Мне много что про это кажется. Но опять же, по большому счету, когда ты взрослый, когда у тебя 18-летняя дочь, ты понимаешь, что это с тобой случилось. Ты поверила сразу? Как бы тебе сказать, с моим лицом достаточно трудно в это не поверить. И потом, когда я еще пару людей спросили, тут же, естественно, выяснилось, что весь Питер знал и так далее. Это такой был Диккенс, как бы. Это была не очень хорошо спрятанная тайна. Вот. Это случилось. Это так. Я дочь замечательного русского поэта, как поэт никогда его не заинтересовавшая, как поэт очень многому у него научившаяся. А как дочь? Как дочь тоже очень много у него научившаяся. У меня не очень много иллюзий насчет того, что какая я идеальная мать, но я точно знала все-таки, чего делать не надо. Я бы так сказала. Вот. А следующим нужно же обо всем спрашивать девочку Фросю, которая к нашему всеобщему развлечению пишет. Она пишет. Пошло 3-е поколение, но показывает в самых крайних случаях мне. Разговор с папой был по этому поводу?
С папой Юрием Константиновичем нет, никогда. Это очень-очень-очень трудная история. Опять же, сделавшая меня тем, что я есть. Сейчас, когда их нет, и вот когда я каждый день просыпаюсь и думаю, что, в общем, было бы неплохо, конечно, еще раз поговорить когда-нибудь. Но в том куске истории самым невыносимым был момент... Папа со мной никогда не говорил о моих стихах, мама со мной говорила о моих стихах постоянно, всегда. Мой ленинградский мир говорил со мной о моих стихах постоянно, всегда. Это была целая большая тема. Я была девочка-поэт со всех точек зрения. Я так воспринималась. Вот. С папой об этом никогда не было речи. Когда он умер от разрыва сердца, моментально, как и мама. И мама после этого была в очень-очень плохом состоянии. Но вот наследники Гора нашли в столе Гора его стихи, а я нашла у папы свои. Но за 10 лет предшествующим этому не было ни одного разговора. А что за человек он был? Не знаю. Как? Он был очень красивый человек. Просто родители были каждый по-своему как-то замечательно, с какими-то такими прелестными лицами. Он был очень невероятно закрытый человек. Наши отношения во многом сводились к молчанию, к блужданию по городу. Это человек, который был невероятно влюблен в мою мать. Невероятно. Вот тогда я стала загадываться вообще о том, что это такое за дело, когда я видела, как он на нее смотрит. И сейчас, после смерти всех, я нашла невероятное количество ее фотографий, сделанных им. Там, конечно, было на что посмотреть. Недавно, еще в прошлой хорошей жизни, когда мы устраивали в Фонтанном доме конференцию, как мне кажется, из-за помощи замечательных людей, осмысленную, про блокадные после, про то, как разные люди поняли для себя, что такое конец блокады. Вдруг ко мне подходит такой замечательный питерский человек Никита Елисеев, переводчик, писатель, то, что называется public intellectual, да, и говорит: а ты знаешь, я знал твоего отца. Я за последний кусок жизни, я уже привыкла, что сейчас она будет говорить о Рейне, я буду говорить, а я не знала, потому что я в каком-то смысле... Вот и что я категорически не собираюсь никогда делать, и не делала, и уже поздно. То есть не изображать никаких степеней близости. Это было бы и дурным тоном, и неправда. Я подумала, вот сейчас... И он говорит: я учился у твоего папы, Юрия Константиновича. Он был остроумным, веселым, ярким, смелым человеком. Вот этого человека я не знала. Я почти не слышала, как он смеялся и так далее. То есть в каком-то смысле там много для меня тайны, если угодно. Вообще, мне кажется, наши родители для нас тайна. Вторая половина нашей жизни уходит на то, чтобы их понять. А сейчас, вернувшись в Беркли, у меня случился в связи с этим такой странный сюжет. Я решила узнать, кто же там занимается берманистикой, кто мог его знать. Выяснилось, что никто не помнит, это было давно. Но я познакомилась с совершенно замечательным человеком, поэтом и переводчиком, который преподает берманский язык. И мы с ним стали ходить пить кофе. Я стала ему рассказывать о своих, твоих, наших бедствиях, о том, что же произошло, почему все пошло в эту сторону, что это за бред. На что этот человек, переживающий очень глубоко свою историю, он говорит: ты что, шутишь? Ты что, удивляешься? Ты знаешь, сколько раз это за последние годы произошло с Бирмой? Это попытка вырвать себя и диктатура
попытка вырвать себя, и снова диктатура. Круг за кругом, за кругом. Он говорит, ты знаешь, мы возвращаемся, уезжаем. Наших друзей убивают и пытают, мы уезжаем. Нас всех разрушают, арестовывают, мы строим заново. Учись, сказал он мне. А ты пыталась себе представить вот этот сюжет всей этой истории? Я почему-то, когда готовилась к интервью, все время об этом думала. То есть вот есть два человека, которые любят друг друга. Они едут в эту Бирму, которая теперь Мьянма. Потом они возвращаются, тебя еще нет. Они все равно вместе. Дальше рождаешься ты и другого человека. То есть это измена, которую потом твой отец прощает твоей маме. И это всегда, по идее, должно стоять между ними, как ты. Ну, ты человек, который стоит между ними. Ну, отчасти, мне кажется, так и получилось. И это стало содержанием той истории отчасти. При этом, что я могу сказать, они любили меня. Нонна любила меня яростно и очень сложно. И все-таки, как я теперь понимаю, когда ее нет, что она дала мне главное, она дала мне веру, уверенность в то, что вот эти самые стихи, которые то ли ничто, то ли все, то ли что-то, это то, что лучше всего. Я не видела более яростного потребителя культуры. То, как она слушала музыку, то, как она читала, вот это был урок. И она всему этому научила Фросю. Успела? Да, они были очень близки. Ну и вообще, Катя, у каждого из нас на Земле своя точка зрения. Моя точка зрения и мой опыт таковы, что любовь – это ужасно сложное дело. И никто, кроме двоих, ничего про это не может понять. А вот дети пытаются, хотят бестактно туда войти, понять. Самое страшное, что я поняла, и самое страшное, когда я это поняла, потому что, да, история эта не совсем тривиальная, ей было отдано много моих сил, и до конца я все пыталась что-то у мамы узнать, понять, а в тот момент, когда она ушла, вот в тот момент выяснилось, что все это совершенно неважно. Ты простила всех участников этой истории? Да даже дело не в прощении, что-то другое случилось. Это перестало быть важным. Важными оказались бесконечные воспоминания о ее голосе, о времени с ней проведенном, о том, что каждые выходные, когда она могла, она тащила меня в этот государственный музей «Эрмитаж». Она сама была девочка из Ленинского Новокузнецка. Она не была никакая петербургская штучка. Она сделала себя таковой. Папа тоже не был из Ленинграда? Папа категорически не был, нет. Они развили в себе отношения с этим городом очень сильно. Я была свидетелем очень трудных жизней, очень трудных людей. Но в каком-то смысле это интересно. Да, мало того, что она меня по воскресеньям таскала в Эрмитаж, когда была в силах, она не всегда была в силах, она постоянно таскала меня в кино, да. Перед тобой человек, которому показали, скажем, я не знаю, Висконти лет в 9. Она была безжалостна совершенно, она была безумная мать. Ее бы в Америке арестовали. Потому что ей было неохота меня оставлять, ей ужасно была охота в кинотеатр «Спартак». И она меня туда брала. И я ничего не понимала. Но все это слой за слоем во мне оставалось. И когда я теперь преподаю это все, я не знаю, в маленьких колледжах, в Гарвардах и Беркли этого мира и так далее, это потому, что меня с детства
так сделали, устроили. В каком возрасте к тебе пришли первые стихи? 8 лет. В какой момент тебе самой стало страшно того, что ты вундеркинд? А если ты вундеркинд, это значит, что стихи уйдут. Дело в том, что вскоре после того, как я стала писать, Нонна, которая очень обрадовалась по этому поводу, потому что в первую очередь ей, такой, какая она была, были интересны люди творческие. А почему ты не называешь ее мама? Я называю ее мама. Мне Нонна иногда менее больно. Я вообще, надо сказать, только сейчас начинаю быть в состоянии вообще о ней говорить. И потом мне как-то нравится это имя. Меня отвели в кружок для юных поэтов, что звучит, просто как «Незнайка на Луне». Как бы что-то дико смешное, да? Хорошо, шахматы, хорошо, гимнастика, даже математика. Поэзия это здесь при чем? Однако было вот это вот собрание юных пишущих. Им руководил Вячеслав Абрамович Лейкин, поэт, сценарист. И, как я все более и более с годами понимаю, удивительный педагог, если угодно. А сейчас, когда я прожила 20 лет в Америке, наблюдая за бесконечно растущей, развитой индустрией creative writing, да, тут так много людей хотят научиться писать и стать великим американским романистом. В каждом большом и небольшом университете. Вот то, что делал Лейкин, было совсем другое. Это было очень сложно. Это было по-своему очень тонко. Я помню с 10 лет, как он нам читал, и он заставлял нас читать очень большую поэзию. В 11 лет он дал мне томик Анненского. Он сказал: иди домой, выбери 15 стихотворений, которые тебе понравятся, и в следующий раз ты будешь нам их читать. Человек не может в 11 лет понять что-нибудь в Иннокентии Анненском. Человек может понять все. Это невероятной формальной звуковой красоты устройства. Но главное, что человек это может в себя впустить. Так же, как юные пианисты, что значит понять Баха. Я помню вот это вот чтение Анненского очень хорошо, хотя там были все остальные. И я помню, как он впервые нам принес Целана в переводах. Также очень хорошо помню, как мама дала мне в первую подборку Бродского, тоже в 11 лет. Вот. И таким образом такое вот устройство, когда ты работаешь и работаешь. А работа – это чтение, в первую очередь, для меня была. И я все время говорю, что, вы знаете, я не уверена, что я верю в creative writing, как бы обучение письму, но я могу, мне кажется, я знаю, как научить чтению. Потому что есть такая вещь, как творческое чтение. Чтение, где ты счастлив и свободен, как идеально в физической любви. Вот так, мне кажется, ты можешь быть счастлив и свободен в чтении. Были очень сложные моменты, когда мне говорили, что вот сейчас волшебство кончится, кому ты будешь интересна, бывшая девочка-чудо. Вот, но... Подожди, в то же самое время гремит в Советском Союзе Ника Турбина. Да, она гремит. И надо сказать, что страшная судьба Ники, про которую мы до конца не знаем, что там было на самом деле. Ничего, да. Но кроме того, что она покончила с собой, юная, прекрасная. Но мы знаем, что там тоже поучаствовал великий, ужасный, смешной, нелепый, странный Евгений Александрович Евтушенко, еще один специалист по юным душам. Вот. Но надо сказать, что, мне кажется, для тех, кто меня окружал, пример Ники был серьезным предупреждением отчасти. И, кроме того, очень рано как-то стало понятно, что многие люди вокруг меня стали меня профессионализировать. Появилась идея, что мне нужно учиться, поэтому было сделано все всеми, чтобы я поступила в университет, на самый трудный факультет. Было большое сопротивление, надо сказать, идеи богемности.
И хотя в каком-то смысле, как даже мы видим по тому, как я себя держу, одеваюсь, смеюсь, шучу, курю, эти черты остались, но гораздо для меня важнее то, что я стала рабочим. Я стала рабочим от литературы. Это как бы не очень романтическая позиция. Это правда, что тебя водили к Евтушенко читать стихи на прослушивание? Нет. Нет, однажды на меня пришел посмотреть Александр Семенович Кушнер. Вообще, мне кажется, кто-то там ходил на меня смотреть. Но как-то все это меня тогда не очень впечатляло. Потом, когда я стала подростком, и это было тоже связано с тем, что я осталась немножко одна, потому что папа умер, а мама болела. Я познакомилась с очень крупными фигурами, всерьез крупными фигурами. Я познакомилась с Еленой Андреевной Шварц. Ко мне был добрый, внимателен Виктор Борисович Кривулин. В какой-то момент у меня была замечательная дружба с Иваном Ждановым. Ну и вообще, надо сказать, я видела много дружбы больших взрослых пишущих. И это меня в жизни очень поддержало. И теперь, когда я смотрю на новых юных, особенно которым, среди прочего, так кромешно плохо сейчас, вот что я хорошо помню, это то добро, которое мне было дано в моей юности. Для людей, которые любят Ленинград, расставание с ним – это всегда что-то невероятное. Как ты расставалась с городом своей любви? Я рассталась с городом своей любви, потому что в этом городе погибла моя любовь. Человек, которого я любила, был сбит посередине Невского машиной, мне было 19 лет. И это стало причиной настоящей моего отъезда, как мне кажется, одной из главных причин. Дальнейшее, а именно вся, в каком-то смысле, эпопея моей блокадной работы, это способ вернуться в мой город и сказать своему городу: да, я уехала, я рассталась с тобой, но я бы хотела развития этих отношений. Я сделала все от меня зависящее, чтобы за последние 20 лет мои отношения с моим городом развивались. На данный момент впервые всерьез я могла поехать этим летом, конечно, и я не поехала. Потому что когда мои друзья стали мне говорить о том, что над Невским появились буквы «Z», я просто поняла, что я этого не смогу. Я туда не поехала. Я буду ждать, как я уже сказала. Я всем, что во мне есть, жду, когда я снова смогу туда вернуться. А что ты испытываешь в связи с тем, что ты не как говорил нам другой поэт, всегда со своим народом там, где твой народ, к несчастью, а далеко в цветущей Калифорнии? Это какой комплекс чувств? Я считаю, что эмиграция, не считая рождения в России, это лучшее, что со мной произошло в жизни. Она изменила меня, она усложнила меня, она дала мне огромное количество опыта и свободы, и знания совсем другой культуры и жизни. И вообще как бы отсутствие ощущения, что ты навсегда связан с чем-то одним. Я никогда так и не смогла полюбить никакой другой город, так как я люблю Ленинград, Петербург, Питер, даже приблизительно. Но вообще-то я верю, что человеку даны разные любови, разные уважения, разные дружбы, разные отношения. То, что я испытываю к Берлину, Сан-Франциско, Нью-Йорку, это очень важные части меня. Кроме того, мне кажется, и сейчас это очень-очень важно, что сама возможность делать культуру в эмиграции, как бы это ни было горестно, а именно как это горестно, мы просто садимся все и перечитываем Герцена снова. Но у нас есть эта возможность делать это здесь,
И поэтому это нужно делать. И те из нас, у кого для этого есть возможность, сейчас потихоньку мы снова будем это делать. Читай, пожалуйста, стихи. По тому надземному переходу на Невском, где тебя сбила машиной, сегодня спешат люди. Добрые люди, как сказано в детском романе, любящие своих близких, боящиеся смерти. Такие же, как и я, с трусцой, гнильцой в тепловатом сердце, с желанием думать о себе получше, поглаже. Над пешеходным переходом зияет новая буква, издает зловоние, злосвечение, как дохлая крыса, гнилая брюква. Кто-то добавил новую букву в мой алфавит, ладный, нежный. Кто-то наклеил новую букву на мой ненаглядный город. Как это получилось в каком-то смысле, теперь не важно. Что было здесь раньше в каком-то смысле, теперь не важно. Почему ты умер в каком-то смысле, теперь не важно. Важно понять, что больше уже никогда не будет. Понимание это состоит из каждого нового утра, в пустоте, в отвращении, в одиночестве, в жалком крике, на языке, посреди которого сияет новая буква, как голова любимого, раздавленная в месиво на щербленном асфальте. А когда я впервые тебя увидела в 5 минутах ходьбы от этого перехода, я так на тебя смотрела, на эту голову прекрасную, как светильник, что ты, засмеявшись, спросил: «Со мной что-то не так?» И я сказала: «Не знаю». Из-за этой живой картины я покинула ненаглядный город, и с собой его забрала, в себя его втравила, как в каверну в зубе капсулу с ядом. В яркой толпе его мертвецов стала своею. Самозванка, шпионка, притворщица примелькалась. Понимание состоит в том, что есть вещи похуже смерти. Город мой бедный стал городом пышным. Скука. Обывателям лижет руки, как верная сука. Все говорят о завтрашнем дне. Будет ли белым, черным, горячим, черным? Покупают газеты, новостям кривятся, смотрят кроссворд, прогноз погоды. Какая в завтрашнем дне, хотелось бы знать, будет в городе нашем погода? В городе нашем погода будет такая. Падает и пал, и падет Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Кто поклоняются зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере, в огне и сере, пред святыми ангелами и перед самим Агнцем. С чем ты связываешь такой взрыв, настоящий взрыв русской поэзии после начала войны? Что это? За последние полгода надо сказать, что я стала гораздо внимательнее относиться к популярной поэзии. Но что вот мне особенно любопытно наблюдать, что некоторые фигуры, которые казались мне
в основном работающими на поле популярной поэзии, вдруг стали очень усложняться в какое-то нужное мне место. Я могу назвать одно имя. Назови. Для меня это Гоголев. Но, в принципе, да, как бы русская поэзия, русскоязычная поэзия происходит. Когда вышла одна из этих книжечек, сделана нами антология русско-американская, билингва, блокадной неофициальной поэзии, которую здесь Матвей Янкелевич издал. Это стало событием, поскольку это очень хорошо переведено, стали молодые американцы это читать и много об этом говорить. И какие-то были дискуссии, интервью, и в частности я разговаривала с таким замечательным философом Ириной Сандомирской, автором очень важной для меня книги «Блокада в слове». Сандомирская обожает, как некоторые другие люди, задавать совершенно невозможно неприятные вопросы. И она говорит, а почему вообще важно, что это стихи? Почему ты все время говоришь, что это хорошие стихи? Разве о блокаде можно писать хорошие стихи? Какую роль здесь играет качество? И это был очень хороший для меня момент, потому что у меня тоже не было никаких ответов. Я уже так привыкла, что я общаюсь вот с таким гором, который для меня уровня Целана. Да? Целан – это поэт, который превратил Холокост из отвратительного липкого пепла в то, что будет как Илиада. Как бы веками их будут помнить. А у нас есть гор. Мне нравится эта мысль, это прекрасная поэзия. И тут Сандомирская меня как бы толкает и говорит, давай вот серьезно, в аду качество стиха, оно... Кто у нас критики в аду? Я тогда, тоже это очень естественно, я как моя кошка, когда ей что-то не нравится, она так вопрос, знаешь, она его куда-то пытается как под тапок. Но когда ты так делаешь, и что-то под тапок прячешь, это к тебе вернется. И сейчас, последние месяцы, мы видим, я вижу, кто мы, я вижу, что да, поэзия, которую всю жизнь мы считали самой бессмысленной, самой приятной вещью на свете, бессмысленной и приятной, она не бессмысленная. Люди так, очевидным образом, они так орут, это форма крика, которая тебе не дает сходить с ума. А остались ли вообще у русской литературы какие бы то ни было функции, кроме психотерапевтических? Ведь мы понимаем, что там всем с 1 по 10 вдалбливают русскую литературу во всех мыслимых и немыслимых объемах, и уж какие-то основные произведения все прочли. И те, кто убивает, и те, кто отдают приказы убивать. И не кажется ли тебе, что все это просвещение, образование, культура и искусство, которое на высоком уровне среднем в России была, не имеет никакого в итоге смысла. И все, чем ты в том числе занимаешься, тоже не имеет никакого смысла, потому что война оказалась возможной, никакие знания, никакое просвещение, никакое образование не уберегло никого. Угу. С одной стороны, ты совершенно права. Мы убеждаемся в этом снова и снова и снова. Война не приносит на самом деле ничего, кроме того, что человек узнает о себе в основном самое страшное. Потому что человек не должен о себе знать в каком-то смысле. Потому что ему потом с этим знанием делать, это хороший вопрос. Я об этом сейчас по-другому думаю. Опять же, сидит Глебова, ей 40 лет. Интересный возраст. Читает Данте. Потому что Данте пишет о середине жизни. Но она читает Данте также, потому что там в одном из кругов ада показан случай Уголина. Да, один из кругов ада – это круг смертного голода. Ну вот она сидит, декабрь. Папа ее умирает. Папа – это самый близкий ей человек. Личная жизнь ее катастрофически не складывается. Любимый друг ее, Хармс, исчез, а потом снова исчез. Глебова, пережив блокаду, будет удивительно счастлива в личной жизни, и сложно, и по-настоящему. Но она еще этого ничего не знает. Темно, сидит, читает,
И еще она читает Библию, еще она читает Робинзона Круза. И ей от этого немножко легче. Из моих личных близких никто сейчас не под бомбами. Я знаю хорошо по ряду личных обстоятельств, что происходит там, но мои близкие в Питере, в Берлине, в Тель-Авиве, в Америке, в Москве. И им по очереди становится совсем плохо. И вдруг тот, кто вчера был насмешлив, остр, и так далее, вдруг звонит и кричит, и плачет. Это вот по очереди происходит. Я бы сказала, что когда так плохо, если ты на немножечко можешь, читая Робинзона Круза, унять вот это, вот зажать себе, вот в этом и роль. Но может ли литература изменить человека и сделать его лучше? Нет. Просвещение? Нет. Музыка? Нет. Ничто не может изменить человека. Человека может изменить тяжелое, в основном провальное, в основном разочаровывающее в себе работа над собой. Опыт, испытания, потери, горе человека меняет. Вот меня ничто так не изменило, как смерть моей матери. Мне было сколько? Ну, вот столько. 42, 43. Я уже там и такая, и сякая, и какая угодно. Оказавшись один на один со смертью, ты меняешься. От стихов, от Тарковского, Баха, Брейгеля ты не меняешься. Ты чуть-чуть вбираешь в себя сладость. Иногда, когда тебе очень плохо, вот чтобы тебя кто-то погладил, чтобы тебя Брейгель погладил, то бывает огромное дело. Как ты думаешь, будет ли хотя бы одно поколение одаренных русских поэтов, писателей, музыкантов, которое не будет вынуждено уехать за границу? Ну, нигде в мире, ни в одной стране такого нету. То есть с завидной регулярностью вырастает поколение, которое отправляется в эмиграцию, ну, или в тюрьму. Ну, вот как только что я сказала, случайным образом, если бы не моя удивительная семейная история, я бы не сидела в Калифорнии под каким-то очередным там цветущим, дивным чем-то и не разговаривала с бирманцем. Выясняется, что Россия не единственная страна. Это вообще важно, да? Как бы это важная тема и очень мне понятно. Нам свойственно казаться, что наш опыт уникальный, а все сложнее. Да, как бы российский опыт ужасен. Изменится ли это когда-нибудь? Понятия не имею. Я не знаю, что будет. Я не могу себе это представить. Но знаешь, что я тебе скажу? Вот за последние дни главное, что произошло в каком-то смысле, у меня брала интервью в связи с американской версией «Живых картин» Маши Гессен. Мы до этого с ней пили кофе, и я говорила вот как русский поэт, такая часть меня включилась, а она говорила как Маша Гессен. И я была в каком-то совершенном состоянии, значит, не обей. И Маша, которая так говорит: ничего, еще поборемся. Веришь ли ты в то, что есть жизнь после смерти? Я написала про это ужасно странную свою, одну из последних книжечек. Она называется «Отделение связи». Меня туда толкнуло. Я последние годы нахожусь в страннейших отношениях с прозой Евгения Львовича Шварца. Ого. То есть, в общем-то, будем честны друг с другом, наверное, я мучительно влюблена в писателя Шварца. Я перечитываю эти записки. Я наполнила себя этими текстами по крышечку. В какой-то момент я узнала, что в отличие от
плохих мальчиков абориутов, плохих роковых мальчиков абориутов, да, Олейников носит с собой справку, выданную Николаю Олейникову, о том, что он красивый. Это один из моих любимых документов века. Шварц был невероятным любовником, мужем, возлюбленным. Он всю жизнь служил этой женщине. И да, в «Обыкновенном чуде» какие-то он очень интимные вещи об этом говорит. И, собственно, говорит самое страшное, когда волшебник говорит, что безумцы, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. После смерти Шварца его жена покончит с собой. Это не очень частое событие, в частности, в мире литературы. Мы все пишем эти стихи, мы все мечтаем об этом для себя, для других, когда нам 15 лет. Но вот чтобы это случилось, и мне почему-то так это... Мне было от этого так худо. Кстати, об этом замечательно написал один из самых-самых-самых важных для меня людей, Алексей Юрьевич Герман, который, кстати, был воспитанником Шварца. У меня вообще есть версия, поскольку, значит, как бы я веду образ жизни и строю себя как корпулентную красавицу, все корпулентные красавцы меня очень интересуют. В частности, Шварц и Герман. Вот, у меня есть версия, что именно Шварц коварно откормил юного Лешу Германа. Вообще-то он откармливал своих собак и котов, но там подвернулся, значит, будущий великий режиссер. И он очень замечательно, безжалостно и с огромной любовью пишет об этих людях. Когда не стало моей мамы, я как бы совершенно точно поняла, что тут-то мне и конец пришел. Вот. И это было вот именно то, что он пишет в «Обыкновенном чуде». Пришла смерть с омерзительным, отвратительным набором своих инструментов. Я вижу ее. Я выжила, потому что я стала выцарапывать из себя этот странный текст. Я не знаю, есть ли жизнь после смерти, но я знаю, что в этой жизни работа по искусству позволяет тебе не разложиться, когда смерть к тебе приходит. Что важнее, милосердие или справедливость? Конечно, милосердие. Правда или безопасность? Правда. Свобода или стабильность? Только свобода. Родина или истина? Истина. А где твоя родина? Моя родина там, где моя любовь и моя работа. То есть это не географическое понятие? Категорически нет. Но даже если это не географическое, то истина все равно важнее. Особенно сегодня. Что ты сделаешь, когда кончится война? Поеду сразу в Питер в архивы поеду. Ничего себе. Это самый неожиданный ответ, который я могла только ожидать.